Ситуация вокруг Ормузского пролива вновь перешла в фазу резкой эскалации, вернув регион к одному из наиболее чувствительных узлов глобальной безопасности. После коротких сообщений о возможном частичном восстановлении судоходства, Тегеран официально заявил о полном закрытии пролива, связав это с действиями Соединенных Штатов и, по его оценке, систематическим невыполнением ранее озвученных обязательств. В распространенном заявлении подчеркивается, что ни одно судно, независимо от флага, класса или принадлежности, не имеет права проходить через Ормузский пролив до изменения текущей военно-политической ситуации и прекращения давления на Иран. Иранская позиция строится на логике ответного давления. В Тегеране утверждают, что действия Вашингтона в отношении иранского судоходства и экономической инфраструктуры фактически носят характер блокады и вынуждают страну использовать ключевые географические точки как инструмент стратегического сдерживания. В этой логике Ормузский пролив рассматривается не только как транспортный коридор, но и как критический рычаг влияния на мировую энергетическую систему. На политическом уровне эту линию подтвердил спикер парламента Исламской Республики Мохаммад Багер Галибаф. В своем телевизионном обращении он заявил, что Иран полностью готов к развитию любого сценария и что военное и политическое поле действий заранее подготовлено и синхронизировано с дипломатическими процессами. По его словам, даже минимальная ошибка со стороны противника приведет к жесткому и полномасштабному ответу. При этом Тегеран подчеркивает, что действует в рамках продуманной стратегии, а не ситуативной реакции. Галибаф также отметил, что Иран объективно уступает США по военной мощи, финансовым ресурсам и технологическому потенциалу, однако это не является решающим фактором в текущем противостоянии. Он утверждает, что преимущество может формироваться за счет правильного планирования, асимметричных методов ведения конфликта и учета стратегических ошибок противника. В его интерпретации происходящее представляет собой не классическое военное столкновение, а длительное асимметричное противостояние, где важную роль играют география, время и управляемость рисков. Отдельное внимание он уделил ситуации в Ормузском проливе, заявив, что попытки разминирования и изменения текущего режима движения судов без согласования с Тегераном были восприняты как нарушение договоренностей. По его словам, иранская сторона жестко отреагировала на эти действия, предупредив о возможности применения силы, после чего противоположная сторона была вынуждена отступить и запросить время для получения инструкций. В иранской интерпретации этот эпизод рассматривается как подтверждение фактического контроля над ситуацией в проливе. Галибаф также прокомментировал вопросы переговоров, заявив, что до последних этапов обострения прямых контактов с США не было, а коммуникация осуществлялась через посредников. Он утверждает, что активная фаза обмена сообщениями началась лишь после появления инициативы о прекращении огня, озвученной со стороны Дональда Трампа. При этом он охарактеризовал информационную активность Вашингтона как часть психологического давления и информационного противоборства. Трамп, в свою очередь, ранее заявил о морской блокаде Ирана, а также подчеркнул свою роль как миротворца. «Помните, я миротворец. Чтобы быть великим, иногда нужно вмешиваться. Помните, я миротворец. Это я тот, кто уладил 8 войн. Я остановил войну, в которой погибло бы от 30 до 50 миллионов человек». Фактическая ситуация на море подтверждает, что кризис вышел за рамки политических заявлений. По данным систем мониторинга судоходства, движение через Ормузский пролив резко сократилось, а значительное число коммерческих судов изменили маршруты и покинули район. Это указывает на фактическое прекращение нормального судоходства, даже без формального международного закрытия пролива. На фоне этого резко возрастает стоимость страхования морских перевозок, а часть операторов либо приостанавливает рейсы, либо закладывает в маршруты обходные пути. Соединенные Штаты в ответ усиливают военное присутствие в регионе. В зоне Персидского залива и прилегающих водах увеличено количество патрулей. Задействованы ударные вертолеты AH-64 Apache, а оперативное наблюдение за судоходством стало более плотным. По данным американских СМИ, включая The Wall Street Journal, рассматриваются сценарии перехвата и досмотра судов, которые могут быть связаны с Ираном, включая действия в международных водах.
Эти меры вписываются в стратегию экономического давления, направленного на ограничение экспортных возможностей Тегерана. Иран, в свою очередь, заявляет, что контроль над проливом будет сохраняться до тех пор, пока не будут достигнуты устойчивые договоренности по ключевым вопросам конфликта. В официальных заявлениях подчеркивается готовность к дальнейшей эскалации в случае попыток изменения статуса пролива без согласия Тегерана. Это формирует ситуацию, в которой Ормузский пролив превращается в постоянную зону потенциального военного риска, где любое действие может быть интерпретировано как провокация. Экономические последствия уже выходят за рамки регионального кризиса. Участники энергетических рынков закладывают в стоимость нефти премию за геополитический риск, связанный с возможной длительной блокадой пролива. Аналитики предупреждают, что в случае срыва переговорных процессов или дальнейшей эскалации цена на нефть может резко вырасти, что отразится на глобальной инфляции, транспортных расходах и стоимости энергетических ресурсов. Важно, что данный кризис развивается на фоне общей нестабильности на Ближнем Востоке. В частности, на юге Ливана в результате атаки на миссию ООН погиб французский военнослужащий, о чем сообщил Эммануэль Макрон. Французская сторона возложила ответственность на Хезболлу и потребовала проведения расследования при участии временных сил ООН в Ливане. Ливанское руководство выразило соболезнования и заявило о готовности к сотрудничеству, однако инцидент усилил дипломатическое напряжение в регионе. На этом фоне ряд международных и региональных государств также выступает с жесткими заявлениями по другим конфликтным направлениям, что дополнительно подчеркивает фрагментированность текущей системы безопасности. Министры иностранных дел Турции, Саудовской Аравии, Египта, Сомали, Судана, Ливии, Бангладеша, Алжира, Палестины и Индонезии резко осудили объявление Израиля о назначении дипломатического представителя в так называемом Сомалийском регионе, расценив это как явное нарушение суверенитета, территориальной целостности и безопасности Федеративной Республики Сомали. В результате Ормузский кризис становится частью более широкой картины геополитической нестабильности, где локальные инциденты могут быстро перерастать в международные последствия. В целом, Ормузский пролив вновь превращается в один из ключевых центров глобального давления, где пересекаются военные, экономические и дипломатические интересы ведущих игроков. При сохранении текущей динамики даже ограниченный инцидент в этом районе способен вызвать цепную реакцию, последствия которой затронут не только регион, но и мировую энергетическую и финансовую системы. Пишите ваше мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропускать самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.